Друзья, приветствую вас! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала и ведический астролог. И сегодня мы с вами продолжаем рубрику разбора гороскопов подписчиков. Если вы пропустили эту рубрику, то сообщаю, что в описании, в комментариях к этому видео есть таблица, опросник, куда вы можете записать свой вопрос по вашему гороскопу, как ваше, так и мое участие в этом добровольное. Но я потихонечку продолжаю разбирать гороскопы. И сегодня у нас очень интересный вопрос. Перед вами гороскоп женщины, которая 12 лет ухаживает за ребенком, не работает. У ребенка есть медицинский диагноз, и поэтому женщина не может работать. И вопрос, казалось бы, такой на самом деле банальный, но очень глубокий, который звучит как «В чем мое предназначение?». И я этот гороскоп выбрала вам показать, потому что этот гороскоп очень яркий, и этот гороскоп очень показательный на определенную тему ведической астрологии, на определенную тему, которую очень часто игнорируют новички. И в разборе гороскопа, в анализе гороскопа эта тема, которая очень важна уже на первоначальном этапе, когда мы только открываем гороскоп. Какая это тема? То есть эта тема не совсем как бы предназначение, да, это тема распределения планет в гороскопе по знакам и домам. Сейчас я буду пояснять на данном примере, что я имею в виду. У меня на канале есть, я считаю, замечательное видео, которое называется «Анализ гороскопа по знакам зодиака». Я вам сейчас прикреплю ссылку на это видео. Если вы не видели, то посмотрите. На самом деле это очень полезно и очень важно, когда вы анализируете гороскоп. В этом гороскопе эта тема очень сильно ярко видна. Смотрите, в четвертом доме гороскопа раз, два, три, четыре планеты, если мы не будем брать за основу еще и Уран в расчет. Четыре планеты в четвертом доме гороскопа и одна планета в восьмом доме гороскопа. И эти планеты, Венера, Юпитер, Меркурий, Солнце и Луна, находятся в водных знаках. Четыре планеты в Скорпионе, одна планета в Рыбах. Если мы откроем дополнительный гороскоп на Вамше, который у нас отвечает за брак и личную жизнь, а также раскрывает потенциал основного гороскопа, то мы увидим, что в четвертом доме гороскопа у нас находится Кету и Юпитер в водном знаке Рак, и в восьмом доме гороскопа у нас в водном знаке Скорпион находится Марс, Сатурн и Меркурий. То есть и в основном гороскопе, и в Навамше у нас большинство планет находится в водных знаках. И не только в водных знаках, потому что у нас еще есть и положение планет в домах, но и, условно говоря, в водных домах, потому что дома тоже у нас разделяются на 4 цели жизни, и четвертый, восьмой и 12 дом гороскопа — это дома Мокши, которые соответствуют Раку, Скорпиону и Рыбам. И вот это очень важно анализировать, какое количество планет попало в водные знаки, какое количество планет попало в условно-водные дома, какое количество планет попало в воздушные, земные, огненные знаки и так далее. Для чего нам это важно понимать конкретно в данном гороскопе? О чем нам это говорит? Водные знаки и водные дома. Ну, водные дома у нас называются домами Мокши, дома освобождения, можно сказать. Хотя тоже как бы это, смотря с какой стороны посмотреть, освобождение это или не освобождение, да, потому что женщина ухаживает за ребенком. И, по сути, в какой-то степени она к этому ребенку привязана. Но о чем нам говорят вот эти водные знаки и водные дома? Мокша, дома Мокши — это дома гороскопа, которые выделены у людей, которые чаще всего не производят материальный продукт либо услугу. Вот у нас есть воины, у нас есть торговцы, у нас есть люди, которые производят товар, и
это земля, да, воин это огонь, торговцы это воздух, земля это те, кто товар производят, и есть отдельно Варна, потому что вот это разделение по знакам зодиака, по стихиям в ведической астрологии, это разделение по Варнам. И Варна, которая относится к знакам зодиака воды, это Варна браминов. Брамины это священники. И священники — это не те, кто производит товар или услугу, не те, кто защищает, не те, кто способствует обмену товара, но какую же выполняют функцию эти люди? На самом деле эти люди выполняют очень важную функцию. Это функция питания, функция поддержки, функция вдохновения, функция, которая составляет на самом деле очень важную роль, потому что эта функция смысловая. То есть кто у нас обычно имеет выделенный вот такой вот 4, 8, 12 дом гороскопа? Это люди, которые очень эмоционально чувствительные, которые чувствуют других людей, которые могут утешить, пожалеть, которые могут вдохновить, которые могут дать поддержку, которые могут дать мудрый совет, которые могут наставить. И с этой точки зрения женщина, которая ухаживает за ребенком, в ее гороскопе как раз и очень видно, что это женщина, которая является питающей, взращивающей, поддерживающей. То есть это обычно работники бюджетной сферы, например, которые ухаживают за детьми, нянечки, и такие люди, которые вот занимаются поддержкой, то есть это люди обычно бюджетники еще, да, то есть, допустим, учитель, который работает в школе, зарплата которого зависит от бюджета, ну и те люди, которые не работают, получают пособие, потому что обычно выделенные дома Мокши — это люди, которые чаще всего живут за счет других людей, живут за счет кого-то или чего-то. Женщина, которая на содержании мужа находится и не работает, занимается домом, то есть это привязка к дому точно так же. Поэтому с точки зрения предназначения здесь очень ярко выделена вот эта вот функция питать, поддерживать, заботиться, кормить, вдохновлять, оберегать и так далее. Но это как бы одна часть, потому что есть у нас планеты и в других знаках зодиака. И мы видим здесь Раху и Кету на оси 5 и 11 дома гороскопа. Вообще тема предназначения, тема кармических задач, тема души, планеты души, она очень спекулятивная. Грубо говоря, эта тема очень хорошо продается. На самом деле, я спокойно к этой теме отношусь. Мне очень нравится исследовать эту тему, мне очень нравится изучать, как она проявляется в гороскопах людей. Я точно знаю, как проявляется то или иное положение Раху и Кету, потому что я проводила огромные исследования на эту тему, и на эту тему я записывала много видео и постоянно наблюдаю, обязательно там в консультациях на это выделяю тоже внимание, уделяю. Но, опять же, допустим, кто-то считает, что кету — это прошлое, раху — это будущее, наши кармические задачи. Кто-то считает, что нифига это не прошлое, нифига это не кармические задачи, а это просто, допустим, там наши страхи и наша какая-то привязка, либо наши таланты. И можно по-разному к этому относиться. Мы все равно этого не проверим. А если и проверим, то мы об этом не вспомним, потому что мы помним только эту жизнь сознательно, а прошлое и будущее жизни мы не знаем и не помним. Поэтому как бы относиться можно как угодно. Но можно понимать, как проявляется кету в гороскопах, в знаках зодиака и домах, как проявляется раху в знаках зодиака и домах. Как проявляется кету в 5 доме гороскопа в знаке зодиака Стрелец, а раху в 11 доме гороскопа в знаке зодиака Близнецы. Значит, в целом, кету — это либо прошлое, либо наши таланты, либо наша привязанность к чему-то, а иногда полное безразличие к чему-то. И здесь у нас повторяющиеся указания по дому и по знаку. Это лев,
5 дом гороскопа и Стрелец. 5 дом гороскопа и Стрелец, и это соответствует двум сферам очень четко. Это дети и знания. И в некоторых случаях, когда Кету находится в 5 доме гороскопа, когда Кету находится в знаке зодиака Стрелец, у человека может быть безразличие к детям, безразличие к знаниям, к учебе, нежелание учиться, получать высшее образование, нежелание заводить детей. А в некоторых случаях Кету дает, наоборот, вот такую вот привязку к теме детей, к учебе, к творчеству какому-то и так далее. При этом Раху в Близнецах и Раху в 11 доме гороскопа может давать точно так же сильное желание иметь друзей, сильное желание много общаться, либо много учиться. Раху в Близнецах очень часто у людей, которые много учатся, бесконечно покупают курсы, которые бесконечно переходят с учебы на учебу, но довести до конца им сложно. Но применить эти знания им сложно. Как и Раху в Водолее. Раху в Водолее может давать тоже много друзей, много сообществ, в которых мы состоим, много целей и планов, а достичь бывает сложно. Но Раху в Водолее и Раху и Кету в 5 доме гороскопа, тут еще вопрос может быть по поводу того, насколько я вообще ценен и уникален. И не зря человек с таким положением узлов задается вопросом, в чем мое предназначение. Потому что Кету в 5 доме гороскопа тоже очень часто дает такое 5 дом и Кету в 5 доме очень часто дает такое восприятие, самовосприятие, что у меня нет никаких талантов, способностей, особенностей, у меня нет никакой уникальности, и я обычный, я такой, как все, так в чем же тогда мое предназначение, если я ничего не могу дать этому миру? В некоторых случаях бывает наоборот. Я лучше всех, я достоин больше всех, но почему же тогда я не выше всех? Почему же тогда я не на первом месте? То есть это такая выпеченная история, связанная с нашей уникальностью и с нашей самооценкой, выпеченная в одну либо во вторую сторону, и с нашим ощущением того своей избранности либо неизбранности. И вот когда Кету в 5 доме в знаке зодиака Стрелец, напрашивается вывод. Ам, Конечно, женщина, которая ухаживает за ребенком на протяжении 12 лет, обладает какими-то определенными знаниями, накопленным багажом знаний. И когда Кету находится в Стрельце, очень часто эти знания такие академические, классические, которые не пригождаются. Когда Кету находится в Стрельце, Раху, Близнецах, частая история, что то, что мы учили в институте очень долго и упорно, к чему мы стремились, оно нам по жизни не надо. Оказывается, что нам надо совсем другое. Оказывается, что нам вот эти вот знания надо добирать из разных источников. Но не только добирать. Удивительно то, что не только добирать. Нам надо эти знания потом пойти и рассказать. То, что мы получили в жизненном опыте, то, что мы получили в каких-то жизненных ситуациях. В данном случае, ухаживая за ребенком, заботясь о ребенке, изучая какое-то заболевание, да, изучая какой-то диагноз, либо изучая какое-то поведение, у нас накопился огромный багаж знаний. И вот если вы этими знаниями не делитесь, то, по сути, вы как бы тоже совершаете такое, условно говоря, преступление, потому что Раху в Близнецах в 11 доме гороскопа говорит, что надо идти и делиться. Точно так же, что если вы привязаны к ребенку и вы не общаетесь, не ходите ни с кем там, не дружите, это точно так же, как бы вы идете против этого Раху, потому что Раху говорит, что ну надо же общаться, надо же дружить, надо входить в какие-то сообщества, надо с кем-то делиться знаниями, своими историями, своими ощущениями и так далее. Кроме этого, может быть такое, да, что вот я не хочу туда ходить, потому что
Наш случай особенный. Я уверена, что меня там не поймут, или я уверен, что меня там не поймут, потому что вот у них все стандартно, а у нас вот тут нестандартно. То есть надо выходить из ракушки такой самоуверенности, если у вас такой есть, потому что я вас не знаю, я просто рассказываю по вашему гороскопу, выходить из такой вот ракушки и, идти в историю общения, создания твердых коммуникаций, с множества связей, делиться информацией, возможно, строить на этом какое-то сообщество, раскрывать эту информацию в социальных сетях и так далее. Потому что, в принципе, на самом-то деле в гороскопе Навамша есть еще история Раху и Кету на оси 4-10 дома гороскопа, где Кету находится в 4-м доме гороскопа, и, по сути, у вас есть эта вот привязка к месту жительства, а Раху находится в 10-м доме гороскопа. Возможно, все-таки какую-то социальную реализацию себе создавать, но создавать социальную реализацию за счет тех знаний и того опыта, которыми вы обладаете. Нестандартного, не классического, не типичного, потому что наверняка у вас он накоплен. Ну, еще одна планета, которая у нас тут есть и выделяется как планета души от Макарака Марс, который находится в 5-м доме гороскопа. В принципе, от Макарака это про ненасилие к себе, к другим. Но поскольку Марс в 5-м доме гороскопа находится, мы же не можем сказать, да, что это про ненасилие над ребенком. Вероятнее всего, здесь реализация еще должна заключаться в том, что вы делаете, допустим, какие-то упражнения с ребенком, массаж делаете, занимаетесь спортом с ним, занимаетесь с ним какой-то физической активностью. Возможно, вы даже можете быть как тренер для других точно так же, имея какой-то опыт, имея какие-то знания. Но в любом случае, я бы сказала, что вашу социальную реализацию, помимо того, что вот вы привязаны к ребенку, по Раху в 11-м доме гороскопа вы можете еще вынести в массы, потому что Кету в Стрельце говорит о том, что вы обладаете какими-то классическими знаниями, вы обладаете знаниями по уходу за ребенком, по, возможно, каким-то особенностям в связи с вашей ситуацией, и вы можете это использовать по вашему Раху в 11-м доме гороскопа, то есть выходить на свет, выходить в какие-то сообщества, делиться вашей историей, вашим опытом и так далее. Опять же, не знаю очень полной картины, я обрисовываю то, что я вижу, но смысл такой, да, что даже несмотря на то, что вы привязаны к дому, вы все равно в большей части выполняете свою задачу по гороскопу вот это вот водных планет, знаков зодиака, домов, то есть очень ярко видно, что вы такой человек питающий, поддерживающий, ваша функция как бы такая питающая и поддерживающая, но помимо прочего, ваш этот раху в 11-м доме гороскопа, он все равно будет просить какого-то выхода в свет, и этот выход в свет может заключаться в том, чтобы объединяться, объединять, делиться. Ну и в какой-то степени можно даже сказать, не быть снобом, да, не думать о том, что кроме вас все остальные обычные, потому что Раху в 11-м доме гороскопа, он в какой-то степени точно так же говорит, что мы можем войти куда-то на равных в какое-то сообщество, где никто никому не подчиняется, но каждый является какой-то важной частью этого сообщества, какой-то важной частью будущего. В общем-то, очень яркий, конечно, гороскоп. Спасибо большое за ваш вопрос. И надеюсь, что благодаря этому видео вы, может быть, что-то лучше про себя поймете, либо про вашу жизнь лучше поймете, либо про ваши какие-то задумки, планы. Может быть, вам это видео чем-то поможет. На этом обзор сегодняшний гороскопа завершен. Я надеюсь, что это видео будет вам интересно, полезно. Благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Ну и если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.